Привет, песеры, с вами Морж, и, как я и обещал, поговорим о игроках за номинальные контракты, которых добавили сегодня. Кого отсюда можно брать и кого как бы я прокачивал. Добавили нам, значит, японцев, да, японскую лигу за номинальные контракты. И добавили нам вот этих ребят с ужасным просто, ну, как по мне, вырвиглазным дизайном. И на самом деле набор игроков, ну, я скажу, такое себе. Я вот, например, очень сильно задумываюсь, стоит ли брать пропуска за 500 и за 1000 золотых монет, потому что, ну, выпадут мне эти номинальные контракты. А на кого мне их тратить, я, если честно, просто не представляю. Продление контракта на 10 дней, которые там в этих пропусках, ну, это вообще смешно. Опыта у меня достаточно, чаще всего игроков я матчами качаю, поэтому, скорее всего, на этот месяц я на самом деле матч-пассы брать не буду. По японцам, ну, как я уже говорил утром, я на них сливаю трехзвездочные контракты, в каких-то ивентах пригождаются, да, когда у нас японская лига. Больше, конечно, нигде использовать я их не буду. Ну и давайте поговорим про этих ребят, хотя, к сожалению, тут всего лишь 3 человека, которых я бы выделял. Тут тоже как бы к этой же серии относится Фофана и относится Вирман, который можно получить, опять же, если купите матч-пассы, но ни один, ни второй для меня интереса не представляют. По логике любой нормальной игры, в матч-пассе, который ты покупаешь за реальные деньги, были бы лучшие игроки из этого набора, и здесь был бы левый защитник из ПСЖ и Бернардо Силва из Манчестер Сити, но Konami и логика — это вещи абсолютно разные, вы сами это знаете. Напоминаю, что если нужно задонатить с российских карт на мобилочку, пиши мне в личку в Телеграме, ссылка в описании, в закрепленном комментарии, там же моя телега с новостями, там же чат, где ты можешь пообщаться с единомышленниками. Ну и давайте переходить к игрокам, которые для меня здесь представляют хоть какой-то интерес. Итак, первый у нас центральный полузащитник Брайтона, стиля штрафной до штрафной, на первом уровне имеет рейтинг 81 и качается до 94. Не было у него специальных карт, была только обычная карта, которая прокачивалась до 90, стоила всего лишь 43 тысячи ГП. Значит, качать его, естественно, стоит только под центрального полузащитника, и при автоматической прокачке вот так вот у нас раскидываются статы. 8 идет в защиту, показатели защиты у него очень неплохие, ничего абсолютно не идет в корпус, 10 идет в скорость, силу удара и выносливость, 4 в ускорение, 8 в дриблу и 12 в пас. Я бы на самом деле вот здесь вот 2 стата убирал, получил бы 6 свободных статов, немножечко бы поднял ему корпус, все-таки, чтобы было хотя бы 70 корпуса, 75 прыгучести, 55 игра головой, ну с игрой головой тут вообще беда-печаль, и 2 стата у меня остается, вкинуть куда хотите, можете по своему желанию, как понимаете, в удары вкидывать смысла нет, все у него плохо, реализация и подкрутка вообще ужасные, штрафные он тоже не бьет, поэтому можно, допустим, добавить либо в ускорение, чтобы немножечко поднять баланс, я это и сделаю, чтобы умение атаковать было 70, баланс 75 и ускорение 77. Получился бы он у меня тоже 94-м, как и при автоматической прокачке, но мне кажется, что хоть чуть-чуть у него добавилось корпуса, добавилось умение атаковать, мне кажется, так он будет немножечко поинтереснее. По навыкам у него все достаточно плохо, есть у него дальние удары, подкрутка шведкой, опекун и перехват. Тут, то есть, ему можно заливать по полной программе, к сожалению, у нас всего лишь можно добавить 5 навыков. В принципе, у него очень хороший пас низом, поэтому в первую очередь я бы старался ему усилить именно эти показатели, ловил бы пас в разрез, пас на ход, что там еще, какой у нас еще там, слепой пас есть, да, в общем, максимально пытался улучшить пасы. Сила удара 86, в принципе, тоже достаточно неплохо, дальний удар у него есть, можно добавить было бы сложные дальние удары. Чтобы он лучше отыгрывал в защите, добавить, что там у нас, блокировщик, верховое главенство, ну, акробатический вынос можно попробовать, если получится поймать. Но опять же, да, при том, что у него всего лишь 4 навыка, добавлять можно много всего, к сожалению, больше 5 добавить дополнительных не получится. Дальше Мендеш, буду брать я его за номинальные контракты, у меня он есть от команды недели, и у меня он с рейтингом 92, этот будет 95-м на максимальной прокачке, причем прокачать его можно и под левого полузащитника, в принципе, там он тоже, я думаю, достаточно неплохо может себя проявить. Но все же я буду использовать его как левого защитника, поэтому при автоматической прокачке 8 у нас идет в защиту показатели, как вы сами видите, далеко не выдающиеся, 4 в корпус,
Аналогично ужаснейшая игра головой. H13 у нас улетает в выносливость, скорость и силу удара. Почему-то именно скорость считается для левого и правого защитника основными параметрами, так сказать. Но это очень дорого, очень много. Поэтому вот так вот мы уберем. Выносливости 89, силы удара 83 и скорости 92. Хватит за глаза. Ускорение 8, да, 95, баланс и умение атаковать. Ладно, пока оставим. 4 идет в дриблу, 4 идет в пас. И у меня целых 16 статов, собственно, свободных. Можно попытаться ему усилить защиту, но, сами понимаете, 9, 10, 11 и 12 стат будет очень дорого. Поэтому, скорее, я бы ему на 4 поднимал пасы и на 4 поднимал дриблу. Вот таким образом он бы у меня получился. Получился он у меня бы 94-м, а не 95-м, но при этом с класснейшими скоростями, ускорениями, с выносливостью все ок, пас навесом присутствует, дрибла тоже кое-какая есть, в атаке будет помогать, плюс у него, конечно же, стиль атакующий защитник. По навыкам есть у него скрещивание, есть проброс между ног с разворота, ведение подошвой, дальние удары, точность поддач, низкий пас навесом, сильное вбрасывание, перехват, акробатический вынос и подкат. Добавляем ему опекун, добавляем ему блокировщик, можно попробовать добавить верховое главенство, хотя, конечно, у него паршивые показатели игры головой. Можно добавить сложные дальние удары. Сила удара 83 у него присутствует, так что, в принципе, тоже может пригодиться. Дальние подкрутки я ему, естественно, бы не добавлял. Подкрутка 65 это что-то ужасное. Значит, у нас 4 варианта его карточки присутствуют. Есть обычная, кончается до 92. Была у нас она вот еще с другого спецвыпуска до 92. Потом была команда недели, тоже 92. И, собственно, вот эта 95-я карточка. Хотелось бы ему показатель защиты побольше, но маемо-то еще маемо, так сказать. У него неплохой рост именно для крайнего защитника. И, в принципе, вот такая вот прокачка от меня. Ну и последний Бернардо Силва, потому что, ребят, реально здесь глазу зацепиться не за что. Ну вот вышли номинальные контракты, я с кем не общался, все такие, ну да, будем брать Силву и Мендеша и все, а остальное как бы нахрен не надо. Значит, может он быть правым нападающим, центральным полузащитником, правым полузащитником и атакующим полузащитником. Стиль креативный плеймейкер, ну и по ДПЗ, конечно, его стоит качать. Значит, смотрим максимальную прокачку на автомате, 4 идет в удары. Реализация хоть какая-то у него присутствует, подкрутка даже есть. 8 идет пас, 10 идет в дриблу, сразу понижаем до 8, потому что, ну, очень дорого, так сказать. 8 в ускорение и 4 в скорость, силу удара и выносливость. Ничего не идет в корпус, у него он отсутствует, ничего не идет в защиту, она у него тоже отсутствует. Поэтому то, что я убрал, собственно, с дриблы, я бы вкидывал ему в скорость. Скорость у него не самая хорошая, поэтому поднимем ему скорость, силу удара и выносливость до 91. Аналогично получился бы он у меня 96, как и при автоматической прокачке, но чуть пониженная дрибла, зато мы хоть немножечко выровняли скорость и ускорение. Ой, скорость... Выносливость, конечно же, и силу удара. По навыкам есть у него ножницы, сомбреро, проброс между ног с разворотом, подыгрыш пяткой, сложные дальние удары, просто дальние удары, ну, с такой силой, не знаю. Пасы в разрез, точность подач, подкрутка шведкой и низкий пас навесом. Я бы ему еще добавлял дальние подкрутки, я бы ему добавлял, естественно, пас на ход. Пас в разрез у него есть, да, слепой пас, точность подач присутствует, финты в принципе есть, боевой дух, конечно же, если получится его поймать. Ну и в принципе все, карточка вполне себе годная, уже многие ребята его протестировали, тоже в чате я общался, очень даже хвалили эту карту. Итого, вот 3 персонажа, которых, единственное, за которые у меня зацепился глаз в этих номинальных контрактах. Пиши, может ты брал кого-то другого, и я пропустил какую-нибудь супер-мега-имбу, просто не обратил на нее внимания, с удовольствием все это дело почитаю. На этом, ребят, прощаюсь. Завтра откроем эпиков, как всегда. К вечеру сделаю прокачку эпиков. Ну, в общем, все по стандарту. Работаем, так сказать. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда. Пока-пока.